Привет, мои дорогие сестрички! У нас сегодня тема для расклада на 4 варианта. Мы быстренько с вами посмотрим подруг. Давайте посмотрим, настоящая ли это подруга или змея подколодная. Стоит ли где-то задуматься о дружбе или не стоит? Стоит ли доверять или не стоит? Давайте, девочки, поднимем эту тему. И у нас 4 варианта будет. Первый вариант. Можете всех своих вот таких знакомых, приятельниц загадывать. И давайте посмотрим на 4 варианта про подруг вообще тема. Именно загадываем, девочки, именно тех, с которыми у вас хорошие приятельские отношения, которым вы, возможно, где-то доверяете или хотите довериться в каких-то таких моментах. Давайте посмотрим, потому что подруги бывают совершенно разные. Некоторые, как будто бы вы дружите, вот как будто, знаете, на поверхности, а на самом деле от вас, например, что-то хотят, выжидают чего-то. Про дружбу я тоже очень много всякого такого интересного могу вам рассказать, но я думаю, что и вы не меньше. Ну что, давайте посмотрим. Первый, второй, третий, четвертый вариант. Подруга настоящая или змея подколодная? Давайте посмотрим. Смотрим, девочки. Первый вариант. Подруга настоящая или змея подколодная. Так, шестерка пентаклей выпала. Ну, что я вам, девочки, скажу здесь? Это вот какие-то... Да, это даже не дружба, это ваши где-то взаимовыгодные отношения, да, то есть вы друг другу многое что не договариваете и, в принципе, правильно делаете, потому что не ты не готова прям в судьбу ее лезть, да, и она тоже. В принципе, это такая, вот знаете, это приятельница, подружайка, коллега по работе, да, с которой вы там ходите куда-то вместе, чем-то, какими-то делами занимаетесь и не более того. Шестерка пентаклей говорит о том, что вот чуть что ваши пути на самом деле разойдутся, да, то есть, а это такая вот дружба до поры до времени у вас с этим человеком. Десятка костей. Ничего плохого это ваше общение, ваша дружба не несет, но у вас есть секреты от нее, у нее есть секреты от вас, да. То есть здесь нету вот прям любви, доверительных, супердоверительных отношений. Императрица. Тут, девочки, может найти коса на камень. Когда вы с этой своей подругой, возможно, наступит такое время, что вы можете выяснять даже отношения ради и мужчины. Даже тот какой-то, например, один в присутствии, один какой-нибудь мужчина в присутствии вашей подруги выскажет вам что-нибудь такое комплиментарное, да, она будет очень сильно злиться, и у нее включится соперничество. Или у вас по отношению к ней может тоже такое возникнуть. Поэтому императрицу здесь мы на двоих, девочки, не делим. Это нормальные отношения, да, то есть и она не дура, и вы далеко тоже не дура, да, то есть отношения, которые, в принципе, знаете, не скажу, что прям плохие, да, но то, что у вас может быть какая-то борьба за какой-то интерес, это тоже факт. Десятка мечей и шестой старший аркан влюбленных. Девочки, смотрите, вы можете с ней делить вот место царицы, императрицы, да, есть, вам надо с ней дружить так вот осторожно, дипломатично, я бы даже сказала, да, прям всегда не говорите о себе, прям я лучше всех и все остальное, да. Не особо хвастайтесь чем-то, потому что вот эти вот моменты, да, других могут раздражать, а ее тем более. Поэтому здесь не место для соперничества. Если вы не соперничаете, вы хорошие, нормальные подруги, и вам есть чем делиться, да. Она подкидывает вам идеи, вы ей подкидываете идеи. Все окей и хорошо. Но вот на фоне того, кто царица, тут лучше не закусываться, понимаете? Вот равнозначно относиться друг к другу. И поэтому лучше вот прям до конца все не доверять, потому что вот эти пентакли выпадают, да, они, девочки, вот это грань такая, да, до какого-то момента. Главное, чтобы не было каких-то раздражительных моментов. А так дружба и дружба, нормальные, хорошие отношения. Туз костей. Это дружба, кстати, к деньгам, девочки, да. То есть вы обратите внимание, что вот
с этой подругой, когда вы дружите, да, вы можете, в принципе, не только там не обсуждать, например, свои деньги, сколько вы там заработали, сколько она, да, а, например, где-то подбадривать друг друга для того, чтобы вы там вместе, скажем так, на заработки поехать или вместе там подработку какую-то найти, да, ну что-то такое вот. Она подтягивает, кстати, вас, вот где-то вот стимулирует, и вы ее, да, то есть здесь два равнозначных человека, и вы, и она. Вы друг другу подходите для дружбы, девочки. Но единственный момент, не все. Это прям не супер родной вам человек, и это не отражение вас. Это не ваше отражение, которому можно так прям все доверить, девочки. Поэтому я вам скажу, что по шестерке пентаклей дружить, добрососедство, вы можете вот прям, знаете, в каких-то моментах ходить, например, вместе в театр или еще что-то вы можете делать, где-то встречаться для каких-то своих целей, которые совпадают, вы можете, да, но вот такой вот прям сестринской дружбы, да, где она вас вытащит, вы ее и все остальное, вы этого не ожидаете. И желательно, чтобы вы не соперничали друг с другом, понимаете? Крепитесь, если вы склонны к соперничеству, девочки, не перетаскивайте корону на себя, потому что у каждой из вас должна быть своя корона, да, и вы должны это четко с ней понимать. Вот если, например, ваша дружба складывается в более зрелом возрасте, то это будет нормальная, хорошая такая дружба, ну, нужных людей друг другу, да. Но чем, скажем так, вы моложе, если вы еще не оперились, если вы еще, знаете, вот хотите быть лучше, чем другие женщины, девушки, да, и бывает такое вот в голове какой-то вот... А почему оно бывает? Ну, из-за тех же парней, да, из-за там... Кто лучше друг друга. Вот главное этого не допускать, потому что это может превратиться в войну, может. Это даже не сколько война, сколько вы разойдетесь, да. То есть пусть будет. Это не скажу плохо прям про эту вашу подругу. Она и не настоящая такая вот подруга, да, с которой 60 лет можно дружить, и там чувствовать друг друга и все остальное. Но и не змея подколодная, да. То есть это вы два, в принципе, интересных, равнозначных человека, две интересных девушки, две интересных женщины, да. И вам лучше здесь подходит именно дружба по интересам, со соблюдением какой-то все-таки дистанции, особенно что касается личных отношений и соревновательных моментов, конкуренции какой-то. Вот такие дела, котики мои. Второй вариант давайте посмотрим. Подруга настоящая или змея подколодная? Девочки, король мечей выпадает. Знаете, хорошим эта дружба не закончится. Это я сразу вам говорю, да? Так, давайте посмотрим. Подруга настоящая. Знаете, из-за чего тут все идет? Кто-то в нужде, а кто-то богатый. И либо вы, например, хотите эту подругу попросить, например, чтобы она вас где-то поддержала, не надейтесь на это. И в то же время, если вы богатая, подруга бедная, да, то вот она может у вас попросить денег, и вам же будет жутко неприятно от того, что оно не будет отдаваться. Здесь тут идет такая развязка ваших отношений, именно связанная с деньгами, да. Вот с деньгами будьте очень максимально осторожны. 11 старший аркан силы, ну и правосудие. По деньгам, девочки, расход у вас будет. Разойдетесь вы с этой подругой. И это и именно из-за денег. Как это может, девочки, происходить? Даже если вы сейчас в равнозначных отношениях находитесь, да, например, у кого-то выстрелит из вас бизнес, и кому-то станет жутко невыносимо, да, может возникнуть зависть, непринятие, там, ну, всякое такое вот идет. Или будете просить в долг, или она будет просить в долг, и то, что не будет возвращаться на самом деле, да, вы поссоритесь из-за денег таких. И здесь вот реально собака зарыта. Это все-таки здесь есть такое что-то змеиное, что-то неприятное, оно здесь выпало. Вот и все. Назвать это дружбой, я этого, вот этот расклад, девочки, вообще никак не назову. Даже если вы, смотрите, девочки, у меня было тоже миллион подруг, да, и я вам скажу одну вещь. Дело в том, что на какой-то этап жизни дружба, она может быть даже очень глубокой, да, очень там приятная и все остальное. Но
мы не сидим на месте. У нас меняются мужчины, у нас появляются дети, у нас там что там, ну, короче, всякое такое происходит. Люди строят себе там дома, квартиры, вот как-то гнезда вьют себе, да. У каждого, в принципе, своя где-то жизнь идет, да. И дело в том, что здесь будет такое выяснение отношений, здесь будет глубокая ссора, возможно, драка какая-то практически будет, да. Вы можете не верить, но здесь нету подруги. Здесь подруги, девочки, нету. Давайте посмотрим, как это, почему это происходит. Восьмерка мечей. Оно уже, девочки, происходит в вашей жизни. Вообще уже происходит. Смотрите, что будет дальше у вас, да? И ваша подруга будет жить вот хорошо, и вы будете жить хорошо. Но вам порознь немножко лучше, чем вместе. Вот и все, девочки. То есть сказать, что вот прям она такая вот, знаете, подлая, я тут не скажу, да. Но и вы. Просто будет какое-то столкновение интересов. Столкновение интересов, попытка там... Это будет какое-то... Вот такие карты выпали. Это будет что-то такое типа импульсивное, но как будто оно уже давно сидело. Сидела в груди и хотелось чего-то такого, да. Чего-то такого с деньгами связанного. И это какие-то черные неприятные эмоции, но они как в моменте идут, да. И вы разойдетесь с этой подругой. Тут главное, чтобы у вас были, вот знаете, дружба дружбой, а табачок врознь, да, и это как раз об этой подруге и вашей дружбе. Здесь вы можете дружить, если у вас ни в коем случае не пересекаются никакие денежные интересы. Это такая дружба, где вы, например, идете в магазин, например, тортик с чаем поесть или и винца попить, да, и вы наполовину собираетесь, 50 на 50. Или строго выполняется правило, да, сначала вы, например, платите, потом платит она. Вы, она, вы, она. Потому что вот здесь именно почему-то на деньгах, как говорится, знаете, все расходится с этой вашей подругой. Давайте посмотрим еще. Дружба это ваша настоящая? Нет, девочки, это просто, знаете, не то, что не настоящая дружба. Здесь вот дружба, которая... Вот здесь и сейчас вот захотелось вам дружить, ей захотелось тоже дружить, и вы как вот две души сложились, срослось у вас, понимаете? Но срослось и оно не будет вот прям длиться и параллельно идти в зависимости от ваших интересов. А ваши пути с этой подругой разойдутся. Поэтому здесь надо просто... Если, например, вашу подругу содержит мужчина и вас содержит мужчина, да, это хорошая дружба будет, потому что вы не будете делить, это не ваши деньги. Но если вы, например, бизнесменша, а ваша подруга, например, живет за счет мужа, это вот уже изначально у вас не получится такие отношения. То есть все тут отталкивается именно от денег, понимаете, от денег. Поэтому на это стоит обратить внимание, девочки, и, возможно, не допускать вот таких вот крупных ссор, да, именно с этой подругой. Вот такой второй вариант. Третий вариант, давайте посмотрим. Подруга настоящая или змея подколодная? А что у вас, девочки, за секреты такие? У нее очень много секретов от вас. Она вам дофига не договаривает. И вы ей тоже. То есть тут не совсем вот прям такие открытые, добрые отношения, когда вы искренне друг с другом. Тут нету искренности. Тут десятка пентаклей выпала. Подруга или змея, вот эта загаданная. Вроде бы вы и дружите. Но, девочки, тут еще король кубков. Знаете, это у вас отношения, знаете, как сложились они? Они сложились потому, что как-то вот, если бы кто-то из вас был мужчиной, у вас бы получилась бы пара, да, парень и девушка. Но вы как-то, знаете, сошлись вот по любви, по эмоциям, по душевности. И это есть в ваших отношениях. Душевность какая-то, но не искренность, понимаете? То есть... каждая из вас все равно живет свою жизнь, свою личную жизнь.
Ну, вот как-то вот тянет вас к друг другу, да, потому что как будто бы вы даже из полуслова друг друга понимаете. Интересно с друг с другом, мягко, хорошо, ласково. Я бы даже сказала, девочки, что тут могли бы быть еще и какие-то отношения больше, чем просто дружба, да. Но на этом мы заострять внимание не будем. То есть, если вы парень и девушка были, они бы у вас эти отношения сложились. Так, подруга, настоящая ли это подруга твоя? Она хорошо очень к тебе относится, она тебя любит. Вот здесь выпала такая вот именно женская любовь, да. Никто ничего не делит, вам хорошо вдвоем. Побольше вот с этой подругой, если вы обнимаетесь, э, можете поплакать вместе, посмеяться вместе, да, как-то вот такое вот теплое отношение между вами есть. Но сигнификатором ваших отношений, девочки, выпали, да, такие моменты, что лучше друг другу много что не договаривать. Тут есть чувство, чувственность, да, женская чувственность, и у вас и ее. Вот как будто две червовых королевы встретились и дружат друг с другом. Но десятка пентаклей, она говорит о том, что вам вот лишнее не надо в этих отношениях, ей тоже, да, лишнее знать друг от друга, чтобы, или вот как ты думаешь, как мне решить эту проблему, куда мне уйти с работы или не уйти с работы, там все такое, да, эти вопросы с ней не решаются. Вы дружите на уровне эмоций, и это хорошо, но решать проблемы каждая из вас должна отдельно. Просто эмоционально друг друга где-то поддержать можете, и вы ее, и она вас, да. Но жизни у вас совершенно разные. Давайте еще посмотрим. Подруга настоящая она или... Нет, девочки, вот можно сказать, что она настоящая подруга. Это вот отдушина какая-то. Но вот реально очень карты сильно подчеркивают, да, что вы с ней очень разные. Тут выпал 15, 18 и 16 старший аркан. Это, девочки, говорит о том, что вы ее жизнь не проживете, она не проживет вашу. Вы здесь не сестры, вы именно здесь вот душевные подруги, да, где вы можете выговориться, там, пожалеть друг друга, посмеяться с другом. Но здесь нету помощи в решении проблем друг друга. Ни с вашей стороны, ни с ее стороны. Вот такие дела. И тут надо запомнить одну простую истину. Вы со своей этой подругой живете, девочки, две разные жизни. Две. Она в твоей шкуре никогда не побывает, ты не побиваешь ее в шкуре. Вот просто как... Ну, можно ли ее назвать подругой? Да, можно. Душевной подругой? Да. Сердечной подругой? Да. Но не это не плечо, на которое можно опереться. Кстати, и вы тоже для нее не плечо, на которое может опереться. Если она вот, например, бросит своего, допустим, мужа и к вам придет жить с детьми, вы максимум, что выдержите, вот чтобы, я не знаю, 2 недели, потому что потом вам это будет все в тягость. Проблемы вашей подруги будут вам в тягость, как и ваши проблемы будут тоже ей в тягость. То есть мы друг дружке себя не навязываем, хорошо проводим время, да, когда вот хочется вместе вот посидеть, поболтать, там масочки вдвоем поделать, в спа сходить, да, но пообниматься, вместе сходить, потанцевать куда-то, да, отдохнуть. Это все супер, все это окей. Но нагружать друг друга проблемами такими жизненными, которые у вас совершенно разные, с ней не надо, девочки. Тогда ваша дружба, она может очень долго просуществовать, да, и наполнять и вас, и ее какой-то легкостью, ощущением того, что вот рядом есть вот душа, с которой можно вот побыть хорошо, да. Э, Вы приносите друг другу эмоции и чувственность, но у вас разные совершенно жизни. Вот как жизнь лилии и розы, да, то есть роза живет розовую жизнь, лилия лилейную. Вот и все. И роза не может надавать советов лилии, как ей жить. А лилия не может надавать советов, как жить розе.
а вы так два красивых цветочка. Кстати, почему-то тут выпало, что все-таки тут очень две красивые женщины. То есть тут еще внешней красоты очень много. И у вас, и у нее. Вы красивые. И даже карты это говорят. Две красивые такие, чувственные, две сердечные червовые дамы. Вот такой вот вариант, девочки. Четвертый вариант. Давайте посмотрим. Подруга настоящая или змея подколодная? Девочки, что за вариант выпал? 13-й старший аркан смерти выпал. Это какая-то кармическая у вас подруга. Тут может быть все что угодно. И тут все-таки больше драматизма какого-то, да, в этих отношениях. Что-то либо уже произошло, либо произойдет с этим 13-м старшим арканом смерти. Это может быть серьезное предательство. Вы можете переспать с ее мужем, или она может переспать с вашим. Тут, девочки, 13 на двоих выпадает. Это я прям утрирую. Либо тут может быть, что вот кто-то, ну, короче, тут вот что-то с этим арканом может быть связано, да, или у вас, или у нее, и вот такое вот. Ну, давайте дальше посмотрим. Так, настоящая или змея подколодная? Я вам советую, девочки, все-таки, да, с этой подругой не особо таки дружить, потому что повешенный суд и 13-й старший аркан смерти — это вообще не те карты, которые должны выпадать при дружбе двух женщин. Вообще не те. Вообще не те, девочки. Вот мы гадаем на такую тему, да, настоящая ли она или змея подколодная. Вот прям виноватить ее вот при этих арканах я тоже не могу, да. Но какой-то трагизм и драматизм вас может ожидать с этой подругой. Поэтому тут надо, девочки, понимать, с кем вы дружите, четко вообще понимать, а не, скажем так, да, подобрали ли вы особенного, скажем так, я очень осторожно говорю, человека, который вас дует. А может быть, после встреч с этой как будто бы подругой вам плохо. То есть вам нужно очень хорошо понаблюдать, что приносит вам эта дружба с этим человеком. Понимаете? Что вас объединило и что вы не сможете ей простить. А может быть, вам интуиция уже подсказывает какие-то моменты, связанные с ней. И вряд ли эти карты будут ошибаться, если они вот прям ложатся на вашу историю. Подруга. Это подруга. Смотрите, вот черная карта, сейчас очень светлые пошли. О чем вы начали думать, интересно? Резко так поменялось все. Давайте еще посмотрим. Это подруга, которая здесь выпала, которую ты здесь загадала. Это подруга настоящая или змея подколодная? Подруга настоящая. Опять этот выпадает. Короче, девочки, вы будете с ней все-таки выяснять отношения. И это выяснение отношений, это вот как будет какая-то подстава, предательство. Возможно, это измена. Да? То есть обратите на это внимание. Что еще здесь будет? Типа, мужик будет молчать какой-то, не говорить, чтобы дальше все так, типа, происходило где? В доме. Она не хочет уходить с вашего дома, хотя знает, что это ваш дом. А приходит она не туда, не как подруга повешенная выпадает. Все, девочки, тут очень много грязи, очень какой-то, фигни. Я не советую, да. То есть я вам скажу так, если бы мне выпадал этот расклад, и 2 раза я разложила карты, и 2 раза мне и суд, и смерть, ну, короче, и повешенный выпал, да, и луна, это мне бы вообще это были ред флаги одни, да, красные флаги, вот прям везде. То есть насчет змеи подколодной я бы тут задумалась, да. То есть вы должны с этой подругой держать ухо востро. Уметь знать, что вам говорить, что вам не говорить. Да. Допускать ли ее в свой дом, да, я бы тоже вот подумала. То есть будьте осторожны.
Когда, знаете, к чему этот расклад, да? Дело в том, что следите за тем, что она будет вам говорить, да? Где-то оно будет вырываться, ее какие-то желания и все остальное. Вон, кстати, вот недалеко, девочки ходя, пример, да, вот такой вот подруги. У меня есть пара одна, пара бездетная в возрасте. И, короче, у них была подруга, которая недалеко жила, тоже замужняя, все ходила, короче, как будто бы мужа соблазняла, вот этой в паре бездетной, а мужа и не соблазняла. А потом, ой, а кому это вы все наследство свое оставите после себя? И, короче, своих детей подсылала, там все остальное к ним, ну, типа, чтобы они отписали и наследство вон той паре, ну, детям той женщины, да. И в результате ну, короче, я ему открыла глаза на нее, да, особенно вот этой женщине, и она перестала с ней общаться, дружить. И что вы думаете? Ее муж уехал работать на вахту, по вахтам, а та, короче, ему пишет, что а у нее свет-то вечерами не горит, где-то она там где-то ночует. То есть, понимаете, на жену в браке 30 лет они, да, и вот это вот уже начала наговаривать от злости, да, что там дома не ночует, что она там это блядует, извините меня, там вообще больше почти, ну, за 55 лет, понимаете? Это капец какой-то. Вот это вот было, и предательство, и все очень ужасная баба, очень ужасно. Еще и у нее бабка колдовством занималась, с чем мы успешно исправились, да? Бабку отправили, короче, в отпуск надолго. Ну, короче, так что, девочки, тут вот будьте все-таки осторожны с этим человеком. Все, любимые мои, люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока.